Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Максим Гольдар на связи прямо сейчас. Максим, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые люди. Зеленский говорит, баллистику сбивать нечем, но продолжаются удары, продолжаются, кроме вот таких ударов, которые там дронами, там, например, по Азовскому морю, да, что является сегодня, ну, как продолжением или финальной точкой, это закрытие прохода через Керченский пролив, закрытие, собственно, вот этого выхода из Дона в Азовское море. Кроме таких ударов, наносятся еще и очень интересные политические. В общем, кто-то есть у Зеленского в Кремле. Говорит, какие-то элиты за то, чтобы война остановилась, как бы с ними тоже кто-то коммуницирует. Да и Китай запрещает, представляете, бить ядерным оружием. В общем, идет определенный выплеск вот этого, скажем так, КВНа, да, прям как бы по куполу КГБ. Как вы относитесь к вот этому Зеленскому, как это, постсаммитному Зеленскому? Вот сразу после встречи с Трампом, видите, складывается впечатление, что другая масть пошла. Трамп наш, да? Нет, я думаю, что это не так. Очень важное замечание вы сделали по поводу Китая. Эта информация прозвучала буквально вчера. Китайский представитель заявил, Китай абсолютно против использования ядерного оружия и не приемлет это. Когда такое говорят, на мой взгляд, это делается для того, чтобы впоследствии от этого просто откреститься. Ни больше, ни меньше. Китай не будет указывать уже России, что она будет делать. Более того, то, как они это сказали и когда они это сказали, подтверждает мои догадки о том, что Путин дважды, Лавров между этими дважды Путинами, были там, в Китае, и общались с председателем КНР именно с этой точки зрения. Они объясняли и доказывали, что иных вариантов, или вернее не так, что они очень сильно сейчас вынуждены рассматривать вариант применения ядерного оружия. Тактического ли, стратегического ли, это уже вопросы технологий, военных технологий, а не принципов. И вчерашний спич китайского представителя о том, что мы категорически против, вовне сказанный, исключительно для того, чтобы впоследствии сказать, мы были категорически против. И выражаем там, что можно выразить? Ну, там, кроме соболезнования, еще там негодование, обеспокоенность, да. Особую обеспокоенность. Не больше. Не больше. Если бы речь шла о каком-то запрете конфликте, ну, допустим, Китай вот прям принципиально говорит России о том, что ни в коем случае неприемлемо, никогда, никак, нигде, то фраза бы звучала по-другому. Абсолютно по-другому. Условно, мы разрываем все связи, если такое произойдет. Мы прекращаем то-то, мы закрываем то-то и так далее и тому подобное. Мы полностью становимся на сторону такой-то стороны, страны точнее. Этого не было. Поэтому фраза Китая вчера прозвучавшая, это не Си Цзиньпинь наш, если в разрезе Трамп наш. Теперь насчет Трампа на натовском саммите. Мы с вами меньше чем за год его правления услышали массу обещаний, прямо противоположных друг другу. Сегодня давалось одно обещание, завтра второе. Когда переспрашивали, он говорил, вы или дураки, или не понимаете, или не слушаете. И вообще второе слово дороже первого. Короче, как угодно. То, что он манипулирует словами, обещаниями, думаю, к этому мир уже привык. И сказать по правде, не на это, думаю, надо обращать внимание. Пообещал, это не значит, что он женился. Мы вам разрешим рассматривать вопрос о создании у себя там наших ракет. Ну, это такая длинная фраза, которая говорит о еще более длинном процессе, когда это произойдет. И произойдет ли вообще. Трампа очень серьезно сдерживают его собственные сторонники там. Даже если представить себе, что вдруг он захочет изменить свою линию и начать максимально снабжать Украину оружием и деньгами.
Его сторонники там говорят о том, что нет, дружище, ты к власти пришел, когда обещал, что Америка не будет влазить в чужие войны. Ты к власти пришел благодаря тому, что обещал, что в том числе, что в Украине за сутки войну прекратишь. А что ж ты творишь сейчас? Смотрите, два очень серьезных его раньше апологета, которые влияют на мнение порядка 10 миллионов избирателей американцев, это Марджорет Грин, бывшая конгрессвумен, да, бывшая конгрессвумен от республиканской партии, и замечательный журналист Карлсон. Они во всеуслышание говорят о том, что будут создавать еще одну партию в Соединенных Штатах, потому что партия республиканцев под командованием Трампа предала, это их слова, предала МАГА, движение «Америка выше всего», превыше всего, и предала настоящие интересы и ценности американцев. Это немаловажный звонок, это очень серьезный звонок. Вспомните, где-то где-то осенью того года о чем-то похожем говорил Илон Маск. Это закончилось прямыми угрозами со стороны Белого дома, в частности Трампа, о том, что мы тебе все контракты порвем, никаких платежей тебе не будет, никакой Луны, никаких марсоходов, никуда ты не полетишь, дружище. И потом Маск тихонечко сдулся, стих, и сейчас опять в орбите, скажем так, Трампа недалеко от него. Это говорит о том, что правящая элита Америки чрезвычайно боится подобных расколов. И если что-то похожее происходит, она будет это тушить. И уж точно не разжиганием пожара в Украине. Теперь я понимаю, сейчас справедливый вопрос. Так а зачем тогда Трамп все это сказал? И вообще там 140 миллиардов пообещали выделить в ближайшие 2 года. Так и, Причем видите, не было созвона с Путиным. Вот этот, который должен был быть быстро-быстро после встречи с Зеленским. А вот уже, ну а где? ну, Где? может, связь оборвалась, они же Москву сейчас обстреливают, может, провод какой-то порвался секретный от дрона украинского, всякое может быть. Я думаю, что на самом деле все выглядит таким образом, что Трамп, говоря все об Украине, о помощи и о том, что эскалация, которая возможна сегодня, приведет к ускорению мира, задумайтесь, он даже не подумал о том, сколько людей ляжет из-за этой самой эскалации. Им пофигу, на самом деле им пофигу, когда они начинают рассказывать о молодых погибших людях, им это не интересно. Погибают индейцы, они шерифы. Их никогда это не интересовало еще со времен уничтожения там своих собственных 100 миллионов индейцев. Игра идет по-другому. Трамп говорил это не для Зеленского и не для НАТО. Трамп говорил это для Путина. Знаете, исходя из своих убеждений, что высшие боссы этого мира на самом деле не боги и даже не полубоги, а люди, ведомые человеческими интересами, слабостями, желаниями, либидо, как угодно, причем самыми упрощенными, отнюдь не являются супергениями. И ими точно так же движут внутренние подспудные какие-то психологические моменты и течения. Уж о Трампе это 100%. Человек очень самолюбивый, человек позер, человек, любящий красоваться, человек, любящий быть в центре внимания, человек, обращающий внимание на таких, как он, и ценящих таких, как он, ценящий силу. Он давно говорил, что он испытывает уважение в мире к 2 лидерам – Си Цзиньпиню и к Путину. Уверен, что тема не прошла. Уверен, что где-то подспудно, субъективно ему хочется бороться с Путиным, как с Путиным. Ну, я имею в виду личность с личностью. И сейчас идет, и это все на самом деле, что-то более похоже на слабо. Кто кого передавит, кто кого перетянет. Мне кажется, вот именно так выглядит ситуация с Трампом на саммите НАТО. Мы уже говорили с вами о том, что вероятнее всего русские заявляли или предъявили предъявы американским друзьям своим о том, что ж такое, и дух выветрился, и вроде Венесуэлу вам разрешили, и ничего там не помогли, и вы сделали то, что хотели. И дальше пошли, и по Ирану не сразу вмешались, и вообще непонятно, вмешались ли. То есть
Мы как бы, я так полагаю, они так говорят, мы как бы свои обязы выполняем. А что же вы никак не решите проблему для нас с Украиной? Я думаю, что американские бизнесмены, а у них правители это бизнесмены, они отвечают примерно так, что ну, сделка уже имела место, гешефт мы уже сняли. То, что уже было, то не важно. Сейчас нам нужно то-то или А то-то. какой гешефт? Вот это вот очень интересно, потому Я что считаю, что... ровно на этом саммите, как же сказал Трамп, бизнесмен, говорит, тут там Украина, у меня там доля. Ну, Да-да, он сказал об этом. доля, конкретно. Земля, там, эти Да, ресурсы, недра, вот эти да. все. Да, Да. это мое, вот это вот все. И вот эта тональность очень, ну, думающих людей, она немножко, как бы вот, ну, не то что ошарашила, но придала определенного оттенка всему тому, что произошло. Потому что там дальше можно говорить все, что угодно. Трамп наш, не наш, чужой, еще какой-то. А вот это же ключик, наверное, к этому сердцу бизнесмена. Может быть, но дело в том, что недра, о которых шла речь в той сделке, которую Зеленский подписал с Трампом, или не с Трампом, с его посланниками, о передаче часть недр, по сути, Америки и часть земель. Все это богатство, если я не ошибусь, из экономической географии, находится на тех территориях, которые сегодня либо не подконтрольны киевскому режиму, либо являются настоящей прифронтовой военной зоной. И тут уже вопрос два раза посмотреть, а позволят ли новому хозяину пользоваться новым хозяйством. Кто позволит, ну, в общем-то, понятно. Поэтому у них есть определенные позиции для торгов. Но я думаю, что самая основная их позиция сегодня для торгов, и они ее озвучивают американцам, это то, что они вполне серьезно рассматривают изменение хода войны на такой, где будут применяться тяжелые виды вооружения, я имею в виду особо страшные, типа ядерного оружия тех или иных, той или иной масти, и вот эти все орешники, гаражники, начиненные чем там их могут начинять. Полагаю, об этом идет речь. Полагаю, что Трампу тоже предъявят у себя в Америке собственные республиканцы предъяву о том, что ж ты мир устанавливал, договаривался и договорился до того, что Украину начали бомбить уже тяжелым вооружением. Демократы его будут давить, что ты упустил время своего, из-за твоего президентства Украина не получила нужного количества оружия, ах ты такой-сякой. А свои собственные республиканцы будут говорить о том, что ты таким образом примирял всех, что это все переросло в ядерную катастрофу. Знаете, о чем я подумал сейчас? Мы как-то... Ну, понятно, что вы анализируете как бы большие числа, ну, то есть больших игроков. Там Трамп, Путин, Си Цзиньпин. Отличная рамка. А кто что предъявит Зеленскому? Это просто какой-то ужас, что творится. Выходит, значит, Буданов в Лавре, говорит, Лавра стоит, Украина стоит, надо молиться за Зеленского. В этот момент с Вишневым так ничего и не понятно. Ну, по большому счету. То есть, вот там мы накажем, мне доложили. В смысле? Ну, пол поселка этого, да, пригорода Киева снесли. Дальше. Просто, ну как, карательные отряды полиции. Мало того, что они там, хорошо, можно было показать маски-шоу, как они их там тянут, задерживают, вот этих бунтарей солевого против ТЦК. Можно. Я даже, еще раз, я уже говорил сегодня и еще раз скажу, это понятная реакция системы. Но когда человека унижают, когда человека военного, а у него тут трясется голос, и он извиняется на камеру, когда они кричат «Слава ТЦК!», мать его, слава ТЦК, Максим. То есть довоевались, понимаете, в чем дело? То это уже исключительно такие, как бы, процессы, которые просто, ну, они изнутри просто взрывают все. И вот когда вот вы говорите, и, ну, правильно там, мы задали этот тон, эту рамку, вот смотрите, с Трампа спросят, а вот с Путина спрашивают, и Азовское море, и вот эти бензины, все спрашивают, и он реагирует как может, как его система позволяет, да, на это реагировать. Трамп точно так же. Он сейчас опять ввязался в этот Иран, потому что, ну, выборы,
Понимаете? То есть такую чушь пишет. Меня сейчас Иран хочет убить, а у меня там тысячи ракет. Ну, просто околесится. Но их можно понять в их системах Парадигме, координат. да. Мгм. Системе координат. А что с Зеленского получается? С гуся вода? Сейчас да. Вы привели сейчас несколько индикаторов, которые говорят уже абсолютно серьезно говорят о том, что система, выстроенная Зеленским, готова откровенно, уже не скрываясь за какими-то лозунгами «Взвейся, развейся» или «Слава Украине», а «Слава ТЦК». Ну, вот это то же самое, что сказать «Слава Зеленскому лично» или «Слава зеленым слугам», «Слава нашему зеленому шабашу». Вот что-то такое. Это говорит о том, что вся система, выстроенная Зеленским, сегодня готова откровенно воевать с собственным народом. Это и плохо, и хорошо. То, что произошло во Львове, хорошо тем, что показало первое нарыв – это отношение народа к происходящему, к людоловам Зеленского. Показало другой части страны, что так делать возможно. Тема не закрыта. То, что они сегодня таким жестоким образом и издеваясь ловят тех ребят, которые не давали людоловам работать, скажем так, ловить людей, это сделано специально для того, чтобы максимально напугать украинцев и показать, что расплата и расправа будет обязательно. Это все в истории было. Опричнина Ивана Грозного по итогу захлебнулась собственной кровью. И Малюта Скуратов тоже погиб не очень хорошо. Поэтому в данном случае Зеленский, уже не скрывая, натравил своих псов на людей. Это говорит, и что в этом хорошего? Это говорит о том, что он боится. Это говорит о том, что Псарня очень сильно боится. Это говорит об этом. Более того, когда из офиса президента звучит фраза «Как же так? Вы напали на своих солдат в форме, которые защищать потом вас будут». Нет, люди напали не на солдат. Солдаты на фронте и офицеры на фронте, насколько мне известно, не воспринимают людоловов, ТЦКшников, как своих побратимов, как своих солдат, как своих коллег, скажем так. Они их там не воспринимают. Более того, людоловы очень боятся, если их отправят по тем или иным основаниям на фронт. Для них это одно из самых страшных наказаний. По той причине, что на фронте с ними может приключиться какая-нибудь беда, и, скорее всего, эта беда произойдет от оружия человека в украинской форме. Украинская армия не очень любит людоловов. Так что люди во Львове выступили не против украинской армии, настоящей армии. Они выступили именно против людоловов Зеленского. А что касается Вишневого, то здесь играет обычная система замалчивания. Она работает. Он что-то говорил о коррупции, которая рядом с ним, где жена участвовала. Нет ничего, как будто нет ничего. То же самое, это единственный вариант в таком случае, который действенен. Он действительно действенен. Запрещается средствам массовой информации об этом говорить. Запрещается об этом говорить так называемым лидерам украинского общественного мнения, тем подконтрольным Зеленскому. И как бы тема, и он сам никак на это не реагирует. И журналисты ему эти вопросы не задают, забывают почему-то. Не Вишневая журналистам не интересно, где кучу боеприпасов сложили, спрятали между жилыми домами. Очевидно, для того, чтобы сделать живым щитом обычных людей. Преступление верховного порядка, высшего порядка. И о коррупции точно так же ничего не говорится. Нет ничего, тишина, спокойствие. Это просто тактика замалчивания. Потому что сегодня информационное пространство забросано таким количеством различных битов, байтов и гигабайтов информации, что люди забывают о том, что произошло уже буквально позавчера. Это видно по людям. А Зеленский, как очень хороший манипулятор, очень хороший актер и человек, чрезвычайно классно знающий аудиторию и методы воздействия на аудиторию, в том числе с помощью телевизоров и средств массовой информации, пользуется этими знаниями и выстраивает работу так, как надо. Не зря же тогда пресс-секретарь его Мендель сказала, что Зеленский первые же дни потребовал, что ему не нужны не средства массовой информации в Украине, а пропаганда.
Кстати говоря, именно в этой связи, я уверен, были запрещены те оппозиционные телеканалы, на которых в том числе были мои программы, и News One, и КРТ. В этом ракурсе все было сделано. Ему была нужна подконтрольная пропаганда, которую ему организовал Ткаченко. Помните такого руководитель впоследствии Плюсов? И я помню. Вот они все думают, что их забыли, а напрасно не забыли. Это теперь я к вашему вопросу, как с гуся вода. Ни с кого из них не будет, как с гуся вода. Ситуация меняется. Они это видят. То, что они натравили своих карателей на людей, говорит не об их силе, а говорит об их страхе и слабости. Они понимают, что ситуация во Львове может стать катализатором. И людоловам в других городах просто начнут бошки отстреливать, уже не стесняясь. Они это понимают. И они хотят таким образом запугать страну и не дать возможность людям противостоять этой самой системе. Еще раз насчет с гуся вода. Сегодня вся полнота власти, я не говорю законной власти, я говорю власти, реальной власти, в руках у зеленого режима. Это можно отрицать, но это глупо. Это факты. Им подконтрольны все. Каратели, судебная система, армия. Армия, правда, уже потихонечку шевелится, и то там, то сям начинает, мне кажется, и насколько я обладаю информацией, говорить по-своему, и те не знают, как этому противодействовать, потому что против армии СБУ не сработает. Но в целом вся система подавления в руках у Зеленского, и сегодня он ею пользуется. И поэтому просто абсурдно с нашей стороны сегодня ожидать какого-то расследования, преследования в отношении него. Уже то, что делает НАБУ, неплохо, пусть делает. Уже то, что собирается... А она никуда не денется, эта информация. Разведорганами Америки и органами юстиции Америки по поводу того, как воровались деньги американских налогоплательщиков и с кем делились, это тоже уже хорошо. И об этом тоже знает Зеленский. Поэтому, да, это клубок оказался с более длинной нитью, чем ожидалось. Но все равно этот клубок раскрутится. И кончик нити будет. И за него потянут, за этот кончик нити. Захотите вы, Александр, участвовать потом в правительстве новой нормальной Украины, в новом правительстве, и захотите вы этим заниматься, будете заниматься. Не захотите, этим Смотрите, будут... на это и Ясно. расчет. На это и расчет. Смотрите, на На это и что? расчет. На то, что люди разуверились. То есть это очень важно, кстати. Это кто-то скажет, это патетика, не обращайте внимания, тут вот такие вещи происходят. Не-не-не. Становится нормально чхать на свою страну. Нет понятия родины. Уже нет. Понимаете? Когда-то по поводу России Шевчук, помните, сказал про Путина, что родина это не жопа президента, да? Так у нас родина это жопа Зеленского. Когда у них перепалка была, да? Ну, то есть, понимаете? Угу. Нет, на концерте. Это, по-моему, во время СВО, уже когда начали СВО. А сейчас Песков раздает интервью, говорит, это уже не СВО, это полномасштабная война, понимаете? Но это Россия. Понимаете, мы вот все равно, мы как ниточка с иголочкой, мы идем след в след друг за другом. Имеется в виду Россия и Украина. Только вот то, что у нас принимает вот эти уродливые формы, во-первых, разные страны по масштабу, да, имеется в виду все-таки там, как ни крути, это большая, могучая империя. Можно сказать, что она слабая, плохая, нехорошая, но там это влияет на скорость принятия решений, на характер, как это делается. Но по большому счету пороки-то те же самые. Но только Зеленский это умножил на 2. И что я хочу сказать, что патетика. Ребята, нас всех... у всех забрали Украину, у всех забрали родину. Нам родину подменяют словом ТЦК. Теперь ты патриот, если ты славишь ТЦК. Теперь ты патриот, если ты Буданов такой православный стал, елки-палки. За Зеленского, говорит, молиться надо. У него... Буданов говорит то, что хочет слышать сейчас Зеленский. Это очевидно. 2 вот эти фразы насчет того, что вы сказали, насчет за Зеленского молиться, и насчет того, что
ніколи нікому ні за що, ну, то есть ни пяди земли не отдадим. Это все просто в унисон того, чтобы шеф лишний раз не пернул в его адрес. Они враги, и это слишком очевидно. И Буданов в данном случае просто не идет на обострение конфликта, а наоборот как бы поглаживает того по перьям или что у него там шерсть растет, не знаю. Извините, что перебил. Но я думаю, что Буданов играет именно в это. А в целом Буданов будет играть и уже играет в самостоятельную игру. Зеленский это знает, и Зеленский этого тоже очень боится. Вот. А касательно того, что вы сделали замечание насчет того, что как это, кесарю Кесарева, а слесарю Слесарева, я тоже замечаю всегда мелкие события. Это меня приучил следовательско-прокурорский опыт. Я слежу за мелочами, потому что, как мой учитель говорил, из мелочей состоит жизнь. Так вот, я с вами согласен. Забрали родину, забрали страну, забрали город, и не один. И Донецк забрали, и Луганск забрали, и Крым забрали, и Киев забрали, и Львов забрали. Все забрали у нормальных людей. Право думать пытаются забрать, право говорить уже забрали. Я согласен с вами, это произошло. Но вот какая штука. Вот какая штука. Вы в том эфире, я буквально на минуту отвлеку, прошлись по манифесту, о котором я заявлял. И задали довольно критичные вопросы, за которые я благодарен. Мне не нужна сейчас похвальба. Не до похвальбы нам сегодня всем. Наоборот, критика. Хорошая, нормальная критика. Так вот, удивительно то, что реакции на этот манифест было несколько тысяч. Несколько тысяч. И обрабатывать эти реакции пришлось, причем разные, и добрые, и злые, и такие же, как у вас, с сарказмом и критикой, то, что нужно. Обрабатывать это все пришлось с помощью искусственного интеллекта, потому что человеческой нашей команды на это не хватило. Я имею в виду не ответы готовить, а систематизировать вопросники, чтобы отвечать нормально впоследствии. Это говорит о том, что многие тысячи людей понимают, что произошло, чувствуют это и хотят. Есть такое понятие реституция. Возврат в первоначальное положение. В первоначальное уже не получится. Мы не войдем в ту Украину, в ту воду, которая была когда-то. Но мы в состоянии будем вернуться и сделать другую, более нормальную Украину. Во всяком случае, мы должны постараться это сделать. И я уже говорил, что мое убеждение заключается в том, что то, что сегодня делаем мы, это тоже маленький, может быть, кирпичик для будущей хорошей основы нормальной страны. Да, сегодня страны той нормальной, как таковой, нет. Зеленский подменил это все шоу и театром. Все не настоящее. Ну, смерть только настоящая. Вот это они сделали реально. Деньги у них настоящие. Преступную организацию они построили настоящую. Это же уму непостижимо, что убивается богач, который курировал незаконный бизнес под крышей правительства Зеленского. Тот, кто его убивает, спокойно завозится в Украину, ее убивают там и убивают, блядь, сотрудники управления разведки и службы безопасности Украины, которые первой же фразой говорят, что они убивали сами по собственному желанию, потому что у них возникло такое желание. Ну, более бредовой темы для ответа для офицера придумать невозможно. Или более бредового ответа. Понятное дело, что они действовали по команде тех или иных руководителей этих служб. А те или иные руководители этих служб замыкаются сегодня напрямую на Зеленском. Я когда-то выстраивал и рисовал, и в Европе разошлась эта статья. Она называется «Пищевая пирамида Зеленского в Украине». Я больше в ней вырисовывал моменты доходности, откуда берутся деньги, как делятся. Но и там, вернее, и уже там прорисовывал, это было, по-моему, в январе или в феврале, уже там прорисовывал, как основополагающие стороны этой пирамиды, это карательную систему, выстроенную Зеленским, в том числе СБУ, задача которой этой карательной системы уничтожать оппонентов
и контролировать, чтобы никто лишние потоки не схавал, не крысил, чтобы вовремя отдавали в общак, чтобы Миндич с Шефиром правильно применяли формулу 20 и 50% и так далее. Вот оно сегодня все подтвердилось. И подтвердилось фактами, которые сколыхнули Европу. Мы общаемся здесь, в Европе, с представителями, ну, скажем так, десятка национальных полиций и служб безопасности. Десятка стран Европы. Плюс мы общаемся с ребятами из системы юстиции Америки. У каждого из них сформировано мнение. И оно бытует сегодня в органах полиции безопасности и в органах служб безопасности этих стран. В Украине правящий режим представляет собой преступную организацию. Да, эти ребята местные или американские, они не в состоянии сегодня изменить политику своих правительств. Но уже то, что такое мнение бытует в службах безопасности и в службах полиции Запада, чрезвычайно важно. Потому что так формируется мнение у них, потом эта передача идет в общество, потом. А потом, когда вы говорите насчет гусей и воды, а потом получится так, что не водой будут обливать этого гуся и этих гусей. Им кажется, что они схватили Бога за бороду. Я считаю, что они очень глубоко ошибаются. И, кстати говоря, если бы он был настолько прям сильно супер уверен, он бы сегодня не педалировал ситуацию от своего собственного отхода. А он ее очень сильно педалирует. Каждый его визит в Европу, каждое его общение с европейскими боссами, это мы знаем от местных политиков и от тех же наших коллег, которые носят погоны. Так вот, в том числе связан с тем, что чтобы здесь для себя готовить аэродром, куда можно приземлиться, допустим, в статусе руководителя европейского квази-НАТО. Об этом речь идет очень давно. Деньги для этого выводятся точно так же. Заводы открываются, контракты подписываются. Так что я и сейчас уверен, что он не видит себя долгим президентом. Ему уже это не нужно. Особенно, если страна сгорит. Вот полагаю так. Ну, то есть переизбираться не будет он. Я уверен, что нет. Я уверен, что нет. И посмотрите, тут же, помните, мы в предыдущем эфире с вами говорили о том, что о победах и переломах нужно слушать не Зеленского или офис, или там журналистов, или экспертов, которые с зеленых ручек хавают, а нужно слушать в первую очередь военных, которые молчат, а военные молчали. Потом заговорил сразу же Залужный. Залужный говорит, да какие переломы, какие продвижения. Оснований даже для этого нет, чтобы были переломы и продвижения. Потом, зачем, я правда не знаю, заговорил Сырский. Сырский сказал сначала, что наступление России заглохло, не сработало, у них ни хера не получилось. Следующим предложением зачем-то Сырский сказал. Правда, у них серая зона сейчас у нас, вернее, у нас выстраивается такая здоровая, все больше и больше. Серая зона – это часть Украины, которая с севера все больше подходит к, условно, Харькову, Сумам и Киеву, если провести там какие-то линии. И это Сырский назвал, если я правильно понимаю, серой зоной, которая увеличивается. Так как Я же на у них неделе, тогда... кстати, поражался. Прошла новость. Ну, село 10 километров от линии фронта. Там была одна жительница. Угу. Одна жительница. Ее убила FPV-дроном. То есть ты смотришь на карту, где стоит, так это же, черт иди, это же далеко вроде как, тем более вроде как, ну, граница, это не такая линия, это тоже линия фронта, но не такая, как где боевые действия, летит все там куда хочешь, куда зря. То есть, а получается, что там людей нет, населенного пункта нет, он есть только на карте. И вот эта зона, о которой говорил Сырский, она растет, растет и растет. Опять Днепропетровская область, там Синельниковский район, еще один район, эвакуация. То сначала детей тихонько вывезли, а теперь всех обязательно, понимаете? И так думаешь, подождите, а как это, где же эти победы, раз все дальше и глубже приходится проводить эвакуацию? У России в сентябре, да, у них выборы в Думу. И мне вчера задавали вопрос, как вижу развитие событий вот в летние месяцы. Будет ли мобилизация в России?
будет ли она массовая. Я думаю, что Россия сейчас усилит обстрелы украинских городов. Ну, Россия у себя там это называет, что это не обстрелы городов, а что это обстрелы военных технологий, различных узлов коммуникаций, ну и так далее и тому подобное. Понятно. У них там по-своему, в Украине по-своему. И наоборот все, да. Но я думаю, что в летние месяцы будет усиленные обстрелы городов, а-ля можно сравнить с тем, что было недавно в Киеве. Я думаю, что это повторится. Я не думаю, что российское правительство прямо сейчас будет объявлять мобилизацию до выборного процесса. А вот после выборного процесса такое вполне возможно. Для того, чтобы выборный процесс прошел более ровно, чем кто-то хочет, думаю, что российским генералам поставлена задача организовать одну-две каких-то больших или небольших очередных побед. Очередную фортецию взять или еще что-то, или куда-то продвинуться. Или заблокировать, допустим, Одессу в ответ на блокаду Азовско-Черноморского прохода, скажем так. Заблокировать полностью Одессу. Вполне вероятно, что для этого будет применен теперь не надводный флот, а другой какой-то флот. В общем, что-то будет сделано такое, чтобы отчитаться и там обществу сказать, что мы побеждаем и продолжаем побеждать. А вот впоследствии вполне возможно, что мобилизация произойдет, возможно, частичная, но это даст необходимые человеческие ресурсы российской армии. И думаю, что именно тогда, уже в осенний месяц, если, конечно, мир по каким-то чудным обстоятельствам не будет заключен, вернее, вдруг он будет заключен, тогда вот в осенние месяцы, скорее всего, вероятно, более серьезное наступление российских войск с применением всех возможных видов вооружений. Я полагаю, вот таким образом сегодня будут развиваться события. Как вы думаете, ситуация вокруг Ирана сейчас будет влиять на Украину? И каким образом? Вы в самом начале сказали о том, что Трамп заявил о готовившемся на него покушении, которое якобы организовал Иран. Нетрудно догадаться, и потом средства массовой информации это подтвердили, что разведданные предоставили Трампу спецслужбы Израиля. Правда это или нет, я не знаю. Я имею в виду то, что написали там спецслужбы Израиля. Но то, что Израилю крайне невыгодно прекращение темы иранской в силу собственных причин, в силу достижения собственных геополитических интересов, это очевидно. И им выгодно, чтобы Соединенные Штаты присутствовали и участвовали. Для них это чрезвычайно важно. Они это делают, опять же, защищая интересы своей собственной страны. Трамп опять влез туда. И думаю, что для него в этом смысле ничего не изменилось. Победить Иран просто так, наземная операция, о которой он говорил, или бомбежкой ракетами у него не получится. Обычными ракетами. А применять ядерное оружие он боится. Или не боится, а не хочет. Не хочет стать вторым Трумэном, наверное. Не хочет в 21 веке первым применить ядерное оружие. Я, кстати говоря, полагаю, что у них отчасти между ним и Путиным такие гляделки происходят, кто первый. Кто первый кому развяжет руки. Полагаю, это тоже имеет место. И считаю, что возобновление проблемы в Иране повлечет за собой возобновление того же топливного кризиса для всего мира. Тему не закрыли, ее не диверсифицировали. Эти проблемы не диверсифицированы. Этот пролив как был, так он и остался. И по нему должны ходить танкеры для того, чтобы экономика мира работала, в том числе американская. Рядом есть еще один пролив. Вы знаете, арабское это слово. Баб-эль-Мандебский, да. Вот видите, а я не могу его выговорить. Так вот, он ведь тоже под ударом может оказаться и под прицелом. И тогда последствия для мировой экономики будут намного хуже. А будут для мировой экономики хуже. Для американских богачей будут лучше, несомненно, они на этом зарабатывают. Нефтяные концерны на этом зарабатывают. Но это будет проблема для среднестатистического американца.
А когда это будет проблема для среднестатистического американца, которому родные американские богачи продают американскую нефть по мировым выросшим ценам, у них же капитализм, они не считаются с интересами бедняков или большинства, их это мало интересует. Кстати, европейские торговцы нефтью и ее производными заработали за Ормузский кризис, вот за первый Ормузский кризис, 30 миллиардов евро. Это только европейские. А представьте себе, какими числами исчисляются доходы американских транснациональных корпораций нефтяных. Я уверен, сотнями миллиардов долларов. Так вот, когда это отрицательно отразится на кошельках американских семей, а эту тему будут однозначно подогревать в американских телевизорах и социальных сетях те же Такер Карлсон, та же Грин, другие ребята, которые видят, что Трамп, по их мнению, делает что-то не так, мало республиканцам не покажется. Да, прав, на мой взгляд, права та точка зрения, которая гласит, что даже если Трамп проиграет выборы в Конгресс, а впоследствии в Сенат, то он все равно останется Трампом, все равно останется президентом, и его эксцентричность и внутренняя сила не обнулят его. С одной стороны, это так, но с другой стороны, и Сенат, и Конгресс станут для него якорями, тормозами. Более того, вполне могут стать инициаторами частых и утомительных импичментов по тем или иным поводам. А поводов Трамп дал много. Резюме. Уверен, что лично для Трампа война в Иране – это нехорошо. Для него, для его партии, для его семьи. Уверен, что он сейчас, ну, если не судорожно, то очень оглядывается и смотрит, кто может его сменить в случае, если придется. По закону первым является Вэнс, вице-президент Штатов. Заход, скажем так, своего коллеги или заход своего единомышленника на президентский пост обеспечит Трампу и его детям неприкосновенность. Заход врага на президентский пост обеспечит Трампу головную боль и его детям головную боль, потому что американская пресса пишет, что за этот год с небольшим дети стали мультимиллиардерами и чувствуют себя очень прекрасно. И приводит американская пресса примеры не только их покупок тех или иных классных производств, но и моментов с стейблкоинами, с криптовалютой, на которой теряют американцы. И американская пресса уже посчитала количество американцев, которые потеряли на этой валюте. Поэтому каким образом прокуроры, которые будут служить демократам, оценят это, я думаю, догадаться несложно. И Трамп отлично понимает, что для него удержание власти и продолжение власти чрезвычайно важно в первую очередь с точки зрения личной и семейной безопасности. И полагаю, что сейчас, каким-то образом ввязавшись в иранскую проблему, он точно не будет поддерживать Украину так, как он рассказывал на саммите НАТО. Ему будет сейчас не до этого. У него есть министр войны, да, раньше он был министр обороны, сейчас его назвали министр войны, такой забавный оловянный солдатик, Хекзет, Петька. по-моему. Да, Петька. Как с да. анекдота про Чапая. Да, кстати, что-то есть, действительно. Действительно. А что у тебя, говорит Василий Иванович, ноги такие грязные? Так я, Петька, по чай постарше тебя буду. Вот я думаю, у них такие диалоги там часто происходят. Так вот, этот Хекзет говорит о том, что им срочно нужен миллиард. Всего лишь миллиард. Пентагону миллиард. Это же для них, ну, карманные деньги. Для каких-то там важных радиолокационных вещей и так далее. И он просит это в Конгрессе, а Конгресс его бортует. Говорит, хватит, сколько можно давать. А тут в Украину собираются влить 140 миллиардов долларов. 70 в этом, 70 в том. Я понимаю, что Трамп это все перевалил на Европу и сказал, ну вы раз так любите, то и давайте. Но все равно же там какая-то доля и за ними как бы расписана. Поэтому уверен, что для Трампа Украина в этом смысле не будет первоочередной. И
все равно я настаиваю на своей точке зрения, что перед выборами для него любое вскрытие коррупционного гнезда, в том числе в Украине, если это связано с деньгами американских налогоплательщиков, выгодно для подачи и продажи собственному избирателю. Ну, в целом американскому избирателю. И я думаю, что они делать это будут. Венс, его лента каждую неделю пестрит. Он перепечатывает то ФБРшные посты, то сам свои пишет о том, как они сейчас борются с теми, кто разворовывал американские деньги, американскую помощь. Они там неделю показывали в кандалах какого-то чернокожего или араба, который украл 3 миллиарда. Солидные деньги. Но представьте себе им показать в кандалах нашу шоблу, которая украла не 3 миллиарда, а минимум 30 миллиардов. Трамп говорит 300 миллиардов и говорит, они не могут отчитаться до сих пор. Когда у Зеленского спрашивают, где 100 миллиардов долларов, он говорит, я не знаю, куда-то делись. Как вообще так можно отвечать? Но когда слушаешь их тайные разговоры о том, как деньги делить, в общем-то, все понятно, куда эти деньги делись. Кстати, обратили внимание, ну, уверен, обратили, у немцев это Muttersprache называется, материнский язык, родной, ну, язык матери, родителей, да, деньги-то они делят на русском языке. Это они выступают на украинском и говорят, что украинцы гибнуть должны ради чего-то там на украинском. А бабки, которые они тырят в Украине, и у украинцев, и у американцев, и у европейцев, они тырят и делят на русском языке. Это так, просто такой житейский казус. Смотрите, тут очень важен вот деньги. 2000 теперь появились. 2. Стуса изобразили на портрете. Василя? Ну, да, ну, понимаете, надо как бы слезки ему дорисовать еще, Василию Стусу. На этой, ну, 2000 гривен. Это не просто, это, ну, признак того, что, ну, все идет как бы в очень-очень проблематичную зону экономическую. Причем в Киеве там проезд подняли 30 гривен. Люди там, которые, ну, обычные люди, работают. Они ездят на работу, они там как-то пытаются между этими тревогами там кормить детей. Они говорят, ребята, Выживать. ну, смотрите, тяжело, ну, как бы это прям, ну, вот все, 30 гривен, окей, все. 2000, 30, то есть мы понимаем, и это тоже не бином Ньютона, простите, что они будут брать евро, условно, ну, или там доллары, валюту, и печатать гривну, потому что, как бы, ну, в общем, оттуда взяли, тут напечатали, вот так это все и получилось. Люди будут беднеть и дальше. И кажется, вот почему-то кажется, что за вот этим, вот, а вообще, а Зеленский вообще занимается страной? Ну вот, я вот почитал последние, там, некоторые с вами даже сегодня там, привел какие-то вещи. Опять-таки, война должна идти, это продолжение политики, конечно, другими средствами, но война должна идти так, чтобы как бы по итогам войны было там лучше, чем было до войны. Ну, это аксиома. Мы заходим в такой период, когда всем тяжело, лучше до войны или во время, сейчас сложно оценить. Я так понимаю, что горизонт еще, ну, далек вот этого всего. По крайней мере, так видится сейчас, если только чудо не случится. Но Зеленский не занимается страной. Ну, то есть, а как она живет, да, а какие правила вводят, а как там вообще худо-бедно что-то работает. Не военное, не Firepoint с этими всеми дронами, а обычные люди, которые ходят на обычную работу, бюджетники, я не знаю, там, ну, пенсионеры, которые там, да, теперь им будет меньше купюр выдаваться в плане пенсии, понимаете? А Зеленский этим не занят. Свириденко, посмотришь, вроде должны этим заниматься. Ну, тоже как-то, знаете, ну, так-сяк. То есть у нас нет, получается, что анализировать внутри страны. Все занимаются только вот этой, ну, далекобійностью, ебаллами, понимаете? Ой, баллистики нет. Ну, давайте купим баллистику за ебаллы, понимаете? Ну, то есть вот и все, чем живет страна. И от этого становится страшно. Люди режим интересуют
только в том смысле, в каком количестве их можно отловить и потом обменять на эти самые евро и доллары. Бельгийский министр обороны четко назвал, злобно, но четко назвал процесс происходящий. Он сказал, пока прекрасные украинцы продают свои жизни, у нас есть время подготовиться. Вот они готовятся и готовы покупать эти жизни. Не сами украинцы в основном бегают сейчас продавать свои жизни. Их отлавливают, и потом эти пачки украинцев продаются за евро, доллары, криптовалюту, власть, в конце концов. Вот с этой точки зрения его и режим интересуют украинцы как таковые. Это первое. Второе. В свое время очень умный Орбан сказал, о какой независимости Украины вы говорите, если у вас нет своей собственной экономики? Ваша собственная экономика, он сказал, обращаясь к украинскому руководству, зиждется на наших деньгах. То есть, перевели мы вам на ваши счета Национального банка деньги. У вас деньги в стране есть. И вы тратите их на выплату военным, покупку оружия, коррупцию свою собственную, кражи и раскрадание. И на пенсии, на обеспечение чиновнического аппарата. Вот не перевели, вас нет, и жизни нет, и ничего не работает. Так в Украине уже давно. Экономики в Украине нет как таковой. Есть остатки, островки. Но эти островки абсолютно не являются собой сегодня глобальную экономику или глобальное народное хозяйство нашей страны. Более того, эти островки, как правило, все принадлежат либо нынешним оружейным баронам украинским, считай, в том числе зеленому режиму, либо принадлежат олигархам, а-ля Ахметов, а-ля Пинчук, которым принадлежат отрасли стратегического значения, имею в виду энергетика, сталелитейная промышленность, катанки и прочее, прочее. Вот, вот и все. Все остальное инфраструктура. Ларьки, магазины, пенсии, чиновники, военные. Это все равно, по большому счету, для них инфраструктура. Это то, что обслуживает, то, что дает возможность зарабатывать. Экономики нет. С момента отказа мира от того, чтобы национальные валюты выпускались в количестве, обеспечиваемым золотым запасом той или иной страны, это американцы, кстати, просунули эту фишку, они сказали, давайте не по золоту оценивать, а по валовому продукту. Валового продукта в Украине сегодня нет. Практически нет. Ничего не производится. И если производится, то очень мало. А денег печатается очень много. Поэтому, несомненно, происходит инфляция, рост цен, обесценивание денег. Доллар и евро кое-как держатся. Хотя, опять же, вы сами приводили пример, что они каждый раз растут, растут, растут. Но, скажем так, не скачками плюс 10, а скачками плюс 1, плюс 2. Но все равно этот рост идет. Почему он медленный, тоже легко объясняется. Потому что страны-доноры каждый месяц перечисляют и привозят доллары наличными, чтобы доллары выбрасывать потом в розницу и таким образом гасить к ним каким-то образом интересы, выравнивать или держать вот этот вот паритет доллар за 40, ну и пусть за 40, все же не за 60. Вот, собственно, то, что происходит с гривной, она не обеспечена товаром, она не обеспечена продуктом. Агропродукция продается за рубеж или вывозится за рубеж. У себя рынок дорожает. Сталь, электроэнергия тоже по максимуму экспортируется за рубеж. В общем-то, и деньги, самое главное, они же потом не в бюджеты идут. Да, мне расскажут о том, что это зарплаты работникам и так далее. Этих работников в сравнении со всей Украиной в концернах Ахметова минимум миниморум. И они не могут зарплатами дэтэковскими компенсировать потери всего народного хозяйства, всего комплекса народного хозяйства в Украине. Поэтому назвать это полноценной экономикой нельзя. Деньги печатают, потому что нужны деньги. Дешевая гривна позволяет им задешево расплачиваться по социальным обязательствам. Для них это выгодно. Воруют они в евро и в долларах. Вы хоть одного из зеленых видели, которых задерживали, у которых там этих миллионы доставали, хоть у одного, чтобы гривны были? Не было гривен. У всех баксы или евро. Даже этот дурачок, начальник... Ой,
чего он там, зеленый начальник украинской экологической инспекции, у того, оказывается, бабушка 700 000 копила в сарае или в гараже в баксах обязательно. Умная бабка какая была. И пенсию бегала, меняла на баксы и складывала для внучка в сарае в подполе. Они все воруют в том, что привозят. Вспомните вот эти упаковки в американских банковских еще свертках это все лежало с печатями американских федеральных банков. Упаковки с долларами, которые изъяли у «Зеленых слуг» на первом этапе расследования по Миндичам, так сказать. Так что, а касательно того, чем он там занимается, мне кажется, этот вопрос вполне ясно в свое время объяснила Мендель, его пресс-секретарь. Она сказала, что он не может заниматься государственным управлением, потому что он в нем ничего никогда не смыслил и не смыслит. Но в чем он точно дока и чем он может заниматься, это когда речь идет о собственном барыше, о собственной выгоде, о своих деньгах. Вот этим он будет заниматься классно и очень скрупулезно. Это сказала Мендель. Но она сказала это о Зеленском 2020 года. А я думаю, что Зеленский 26 года уже немножко другой. Он поднаторел, он многое знает, он многому научился. Он, как ни крутить, человек талантливый. Это злой оказался талант, но между тем он талантливый. И многое начал понимать в системе государственных интриг, сдержек и противовесов. Умеет таранить, умеет громко лгать, умеет хамить, умеет пользоваться своим положением, умеет наезжать. У него это получается. Не надо это сбрасывать со счетов. Нужно это знать, оценивать, помнить и видеть. Вот так он и верховодит, вот так он и показывает, что он как будто занимается проблемами страны. Задайте ему сейчас вопрос о валовом продукте, какой он в Украине. Он вам не ответит. А если вы спросите у него, какие составляющие валового продукта, он скажет, что вы московский агент. Так что, не говоря уже о налогах и сборах, их размерах, или там, где находятся те или иные отрасли, или находились до войны экономики, или какой у нас внешнеторговый баланс, я думаю, он потеряется в этом. Хотя президент, который занимается собственным хозяйством, я имею в виду с хозяйством страны, должен знать эти ключевые моменты. Он этого не скажет. Но он отлично скажет, сколько денег ушло на тот или иной завод на Ближний Восток. Если спросят, конечно. Надлежаще спросят. Сколько денег ушло в Европу, сколько делили, сколько... Не обманул ли Шефир, когда говорил о 50% в общак? Не занизил ли планку Миндич, когда говорил о 20% отката? Вот это, уверен, этими цифрами этот человек владеет. К сожалению, для Украины. Но сегодня уже есть так, как есть. Вот так вот. Максим Гольдар был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Вам спасибо. Всего наилучшего. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.